Всем привет! Знаете, именно вот такие рыбалки, которая была сегодня, вспоминаешь летом, вспоминаешь осенью, вспоминаешь перед первым льдом. Потому что в совокупе сделанные усилия оправдались пойманной рыбой. Ну а если вы хотите посмотреть, как это было, не переключайтесь, погнали. Друзья, всем огромный привет! Иду на очередную рыбалочку. Сегодня попробую опять с утра дойти до судаковых точек, посмотреть, есть ли он там. А то последнее время у меня все окуни, но это ведь не просто так. Были рыбалки и другие, но без поклевок. И на судака я ходил еще раз перед этим. Потом на окуня успешно ходил. Получается, что по факту только окушок клевал в те дни, когда я ходил на рыбалку. Не знаю, как там будет на льду. Комфортно, некомфортно идти. Посмотрим. Надеюсь, что тропа есть. В коем-то веке за последний месяц комфортная погода. В день, когда я выхожу на рыбалку. Как-то так. Ветра нет. Минус 9 температура. Супер. Тяжеловато идти, друзья. А куда деваться? Как говорится, без труда не вытащишь рыбку из пруда. А уж из Волги, из Куйбышевского водохранилища тем более. Как-то так. Вот и все. Тропа закончилась. Теперь я буду сам прокладывать эту тропу. Ну, в принципе, идти более-менее терпимо. Наст держит. Но иногда проваливаешься. Где помягче снег, где вода под снегом. А так, по сути, ну, таким тяжелым шагом, ну, в принципе, идешь нормально. А вообще, конечно, все эти рыбалки сейчас трудовыми становятся на водохранилище. Чтобы дойти до каких-то точек, все равно нужно приложить усилия. Это не первый лед. Когда встал, как по асфальту дошел. Я вот все думаю лыжи купить, не знаю, покупать или нет. Если кто пользуется, поделитесь опытом. Потому что хотелось бы, конечно, попробовать сначала. Вообще трудозатрат меньше на лыжах. Ой, шапка уже в ине. Идет испарение. Ну а я продолжаю идти. Ну так, половину прошел. Сейчас еще примерно столько же. Красивейший рассвет. Рыбаков не особо видно. Но я продолжаю идти. Прошел сейчас одного рыбачка. Пробурил он где-то 3 лунки. И по нолям. Пока в поисках. Фитнес. Бесплатный фитнес-клуб. Вот на фоне вот такого рассвета я начинаю свою рыбалку. Купил новые перчаточки. Похожи на мои те, но немножко другие. В конце видео расскажу про них, протестирую. И обязательно расскажу. Так, сейчас я на одну балансир одену. На другую удочку одену ратлин. Попробуем. Солнце такое красивое встает. Вообще.
Кто-то подошел, друзья. Вот жирная полоска, вот я поднимаю. А рыба стоит. Еще кто-то там есть. Может, конечно, окунь, блин. А может и не окунь. Пока ищу. Пока глухо. Ну а потом начались бесконечные поиски судака. Были подходы, но они были невнятными. Я перепробовал множество приманок, от ратлинов до блесны с подсадкой тюльки. И даже ратлин с подсадкой тюльки я тоже пробовал. Но, к сожалению, в этот день судак бастовал. Набурил я множество лунок, и если бы не мой шуруповерт, то на этом поиски и закончились, потому что набурился бы я уже вдоволь. Ну а дальше я сместился на глубину от 5 до 6 метров. И тут я как будто оказался во сне, найдя ту самую уловистую лунку. Как это было, вы сейчас увидите. Есть. Это окунь, друзья. Никуда без него не деться. Такой средненький окушок. Пустота на глубине была. Дошел я до 16 метров. И вот так вот получается, что нету. Пару подъемов было и все. Есть. Приподнял. Так, рыбка еще есть 5,5 метров. Вся рыба стоит. Такой. Вот тут рыбы много. Друзья, нашел я вроде луночку такую. Собралась рыбка. Есть. О, хороший. Хороший. Да, забавился. Тоже неплохой. Поднялся прям высоко. Есть такой активный. Туча просто. Я не знаю, видно вам, нет? Тут просто жесть творится. Собрался откуда-то, набежал. Непонятно откуда. Есть. Отлично. Феерично, надо быстрее ловить, пока есть рыба. Это потому что окунь. Она стайная. Куда все, туда и уходят. Такие, нормальный размерчик. Че, я отошел буквально метров 5.
И вот они, рыбки. Ну и такой окушок-то. Окушок-то. Очень активный, самое главное, что активный. Самое главное, что он есть в эхолоте. Поднимается, такой бодренький. Да, поклевочка была. Да что ж такое, коснулся опять. Есть. Вот это я понимаю, луночка. О, борется как. О, ребятки. Ну такой прям такой, ладно. Пока рыба есть. Быстрей. Оставлю без монтажа, то есть хронометраж, чтобы была понятна интенсивность клёва, что если он активный и находится лунка, то эта лунка просто принесет вам кучу рыбы, как перволедие, блин. Вот это луночка. Вот это мое почтение. Да, золотую нашел лунку. Коснулся. Есть. Я так покачиваю, короче, балансир подвис. И как будто в невесомости оказался. То есть я его не стал чувствовать. А он, оказывается, как-то уже его прихватил. Ну вот на судаковой точке клюет окунь. Правда, я поднялся чуть выше. Что ли? Да вроде ничего так. Да нет. Как-то так получился подсек. То ли он сам наверх пошел, то ли что. Какой-то крупный там ходит, и эхолот прям видно. Нет, думал, сошел. Он забагрился. А может, сошел, а потом забагрился? Такое тоже может быть. О, какой. Лунки торчат.
достаточно. Небольшое что-то. Ну, такой, в сравнении с теми уже. Тут скажет, ну ты зажрался, небольшой. Для нас это считается хорошим. Но по мне так это небольшой. Есть. Посмотри, что. Посмотри, что творится-то. Ты посмотри, что творится-то. Блин. Браконьерский балансир какой-то. Поклевочка. Наверх поднялся. Да что ж такое? Да блин. Есть. Какой шустрый. Главное же, чем быстрее снимешь рыбу и окунешь, тем лучше. Что ж такое? О, вот это жахнул, блин. Зверь, хоть и небольшой, но жахнул-то вообще зачетно. Такой. Блин, неужто весь улов будет с одной утки? Я в шоке, блин. Так ходишь, буришь, думаешь, блин, ничего не поймаю. Тут бах. И такой сюрприз. Такой нормальный. Есть.
переливчик был в поклевках. Но зато такой кабанчик взял. Фу. Вот такой. Вот это я понимаю, блин. Вот это клёв. Супер просто. Сейчас вот это вот проверю. Тоже параллельно пробурил. Есть. Вот такой. Вот такой. Рыбка есть. Ну что ж, друзья, сегодня всю рыбалку сделала одна лунка. Сейчас произошло затишье. Ну, мне надо по делам уже домой идти. Буду сейчас потихоньку двигаться, с учетом того, что идти долго. Идти по снегу, по целине практически. Поэтому сейчас буду выдвигаться домой. Сегодня просто этот балансир и эта лунка сделала все дело. Сейчас я вам покажу. Перчатки вообще супер. Аж сейчас жарко стало. Если видите, наверное, будет видно. Даже испарение идет. Влага испаряется. Вот эта расцветка. Титрами я пущу, как она правильно отражается и называется у Lucky John. Это Nordic 4. Вот с такой расцветкой. Перед головка немножко красненькая, потом идет такой кислотный зеленый. И натуралочка такая блестящая. Вот сегодня я сделал всю рыбалку вместе с лункой. После того, как ушел на другие лунки, сюда опустил подводную камеру и понял, почему именно в этой лунке клевало. Рассказываю. Здесь, именно на этом месте, есть пятачок с чистым песком. Вот. И потом идут такие островки вокруг прям ракушечника. И получается, окунь на кормовой базе своей ходит по ракушечнику, а тут среди светлого вот этого пятна начинает играть балансир, и он начинает собирать со всей округи сюда окуня. И потом я, когда, сейчас покажу тоже кадры, опустил в эту же лунку балансир и попытался поймать его камерой. Конечно, очень тяжело на такой глубине снимать именно поклевки на балансир, потому что он все-таки ходит, а камеру надо близко ставить, и я ее зацепил. И, соответственно, только я опустил в песочек вот этот балансир, и сразу окунь стал собираться так активно. И еще один нюанс. Учитывая, что здесь мало того, что песок, вправо, влево идут свалы небольшие. То есть здесь еще и как мини такая возвышенность получается. Свал идет с той стороны, со стороны города. Сюда медленно, но по краям он как бы еще и огибает вот так его. Получается такая выпуклый эллипс, что ли, и потом уже уходит тоже на свал. Наверное, капля везения в любом случае есть, но все равно по карте Navionics я ориентируюсь всегда. Буришь несколько лунок, и ты вот эти перепады, конечно же, замечаешь. И без проблем можно найти какой-то интересный рельеф. И давайте сейчас по традиции покажу вам, сколько я все-таки поймал. С судаком мне сегодня, конечно, не повезло, но рыбу все-таки я поймал. Учитывая, что сейчас уже февраль, для февраля это просто отличный результат. На водохранилище уже
глухозимье. То есть просто это шикарный результат. В феврале здесь я столько никогда не ловил именно на водохранилище. Не в этом месте конкретно, а просто на водохранилище. Это просто класс. Давайте посмотрим, сколько получится. Раз, два. 17 штук, друзья. 17 штук. Это просто отличный результат. Так. Сейчас мы с вами взвесим крупненького. Мне интересно, сколько он. Грамм 500-то есть? Наверное, нету. А может и есть. Гадать не будем. Сейчас с вами посмотрим. Вот это самый крупный. Ну, 430 грамм. Такой хороший, упитанный. И вот этот покрупнее, мне кажется, или нет? 430. Нет, поменьше. 370. У меня такое вот сейчас четкое разделение идет. Зимой я акцент на окуня делаю больше. Ну, скоро попробую на новый вид рыбалки сходить для себя. Так. $400 где-то получается. Ну да, 400. Скачет. Практически норма. Достойная такая рыбалка в глухозимье. Фу, блин. Такое только во сне может присниться. Вообще. Какой-то перволедный клев был. Какое-то просто сказочное впечатление осталось у меня от этой рыбалки. Ну что ж, ребятки, на этом все. Спасибо большое за просмотр. Сейчас мне выдвигаться уже надо домой. Ходите на рыбалку. Встретимся на той самой любимой рыбалке. Всем пока.